Всем привет-привет, мои дорогие любимые! Добро пожаловать на мой канал Diamond Dream. Сегодня будем делать очередную серию нашего мега популярного сериала «Что происходит в его жизни прямо сейчас». И хочу сегодня использовать колоду Таро Евы. А вам необходимо, как всегда, сконцентрироваться на вашем мужчине. Представьте его, назовите его имя. И сейчас будем смотреть, какие энергии его окружают, что происходит, отношение к вам и так далее. Все по нашему обычному плану. Благодарю вас, мои драгоценные, за донаты. Низкий поклон моим спонсорам. Благодарю вас за лайки, за теплые комментарии, за подписки, за все способы поддержки моей работы. Очень нежно вас люблю. Итак, что происходит в его жизни прямо сейчас? Дно колоды, как фон расклада. Королева Пентаклей. Ну что, в его жизни есть женщина, имеющая для него значение. Конечно, здесь может идти речь как о отношениях любовного характера, так и, возможно, деловой партнер или же женщина, с которой он связан, в принципе, какими-то договорными обязательствами. Почему-то нам продемонстрировали женщину. Причем женщина на этом аркане, обратите внимание, мало того, что она элегантная, она такая деловая женщина, и она идет с шопинга, что-то покупает. Или же женщина, с которой он находится в отношениях, ее нам показывают королева Пентаклей, любит хорошо выглядеть, любит шопинг, любит покупать себе вещи. Ну, в общем, будем смотреть, что это такое. Но такая женщина присутствует в его жизни, это точно. Как мужчину сейчас охарактеризует? Какой он? Сейчас серьезные перемены происходят в его жизни. Перемены касаются любовной сферы. Давайте посмотрю, какого плана перемены. Очень важное. Сейчас его отношения с женщиной, вполне возможно, то, что мы видели на дне колоды. Кстати, первая женщина, которая выходит в этом раскладе, чаще всего это вы. Чаще всего. Поэтому это можете быть вы. Вот такая красотка. Сейчас в жизни этого мужчины происходят глобальные, можно сказать, перемены в личной жизни. Что-то меняется коренным образом. Здесь перемены или уже происходят, или это произойдет прямо в ближайшее время. Перемены правильные, перемены, вот знаете, как будто люди, бывает так, что люди были долгие годы в отношениях, или длительный срок, не обязательно годы, но достаточно длительное количество времени в отношениях, и всякое было между ними. И ссоры, и расставания, и недопонимания, и какие-то проблемы другого характера, возможно, но они все равно оставались вместе. То есть Вселенная, высшие силы их не разлучали, этих людей. Все равно души тянулись друг к другу. И вот сейчас наступает такой момент, когда в жизни этой пары, его и его любимой женщины, и это вероятнее всего вы, потому что в начале расклада всегда вы идете, сейчас наступает момент истины. Сейчас небеса каким-то образом так повернут эту историю, что, возможно, и женщина не ожидает, и мужчина не ожидает. Произойдет нечто очень важное для них, важнейшая трансформация. Прочь уйдут иллюзии, все, что было такое наносное, возможно, неправильное, с точки зрения высших сил имеется в виду, то есть объективно мысля, то, что мешало увидеть истинное зерно в этих отношениях. Это все уйдет в прошлое, и останется то, что истинное, то, что настоящее, то, что есть на самом деле. Вот давайте я опишу так, но здесь очень серьезный процесс сейчас происходит, трансформация его отношений с женщиной, любовных отношений. Что уходит из его жизни и что вступает в свои права. Здесь, знаете, мужчина что-то очень активно начал делать, некая деятельность. У него был запал очень серьезный, что-то он, или предприятие новое, или же, может быть, попытался новые отношения начать, или еще что-то. Какая-то такая вот сильная пробивная сила, то есть у него был импульс, у него было желание что-то начать, но через некоторое время оказалось, что все не так просто. На него посмотрите, как здесь посыпались все полки сверху, все навалилось огромным таким грузом. Ему казалось, что то, что он хочет начать, дастся очень легко ему, а оказалось на деле все очень сложно. И сейчас он в связи с тем, что начал,
имеет большие проблемы. Он не ожидал, что так все будет сложно на самом деле. Что происходит в его жизни прямо сейчас? У многих из ваших мужчин могут быть материальные проблемы. И эти проблемы нужно решать, он понимает прекрасно, но пока еще не совсем есть понимание, а как эти проблемы решить. Ему приходится экономить, причем даже если у вас мужчина очень обеспеченный, очень хорошо, плотненько стоит ногами на земле на этой грешной материальном плане, все равно у него есть страхи о будущем, во-первых, и его материальное благосостояние, его материальная уверенность вообще, она пошатнулась, можно так сказать. Ему приходится сейчас экономить, сдерживаться в тратах больших. Ну, в общем, как-то вот так. У него есть некие проблемки. Он сейчас думает над тем, как эти проблемы решить. Ну, дай бог, чтобы у него получилось. Думает ли он о вас сейчас? Если да, то что? Да, ну, конечно, туз пентаклей. Конечно, думает. А какие мысли? Мысли хорошие, вижу. Да, смотрите-ка, ух, как много страсти между вами, думает здесь мужчина. А еще, если предстоит поездка к вам, то он думает об этой поездке. Даже если поездка не предстоит, но вы находитесь на расстоянии с этим мужчиной, значит, у него мысли о том, что он просто хочет к вам. Он не знает, как и что будет. Будет ли эта поездка к вам удачной, ваша встреча, он еще о встрече с вами может думать. Он не знает. Вполне возможно, что все будет совсем даже и непросто, но желание огромное с вами встретиться здесь у мужчины есть. А эмоции какие он испытывает? Ну, он считает, что вы от него, кстати, закрылись. Он считает, что вы, ну, если вы не вычеркнули его из своей жизни, нет, вы не вычеркнули, конечно же, но вы от него закрылись, и вы перестали ему давать тот поток энергии, который вы давали раньше. То есть сейчас вы для него абсолютно закрытая, такая захлопнутая книга. Как опять ее открыть, где взять ключик правильный к замочку, который на этой книге висит, ему очень-очень сложно сейчас представить. Эмоции. Вы знаете, у кого-то из вас здесь может быть мужчина многодетный, или у вас с ним общие дети, или вы имеете несколько детей. Но знаете как, здесь идет речь, даже если у вас нет общих детей, вы в его мыслях, как мать его детей. Смотрите, императрица с 3 детками на руках. Вы как мать его детей. Этот мужчина может даже что-то, чтобы эмоции свои понять, да, чтобы эмоции обрели какую-то более такую реалистичную форму, он может даже иногда садиться и что-то писать на листе бумаги. Возможно, как раз о своих эмоциях к вам что-то, или дневник вести, или в принципе что-то записывать. Это относится именно к вам. Для того, чтобы понять вас и понять то, что вообще между вами происходит. Сегодня такой сложный довольно коктейль вышел. И понять, почему закрываетесь, почему обижаетесь, почему вас что-то не устраивает, что именно вас не устраивает в отношениях с ним. Но вы для него сейчас загадка, девочки, закрыты для него полностью. Так, хорошо, давайте спросим теперь, как у него атмосфера дома, если он живет не с вами. Вы живете в разных домах, хотя я часто вам говорю, что порой люди живут рядом в комнатах в одной квартире, как будто на разных планетах. Все бывает в жизни. Но вы живете вот не вместе, ни в одном помещении. Как у него дела там? Вы знаете, не очень хорошо. Материальные проблемы здесь есть однозначно у этого мужчины сейчас. Вы можете об этом не знать, но он переживает о материальном своем состоянии. И, конечно, здесь мужчина может чувствовать эмоциональное опустошение еще. То есть он находится в таких сложных довольно энергиях. И дома стены, которые его окружают, его тоже не радуют. Сейчас не очень хорошее состояние у этого мужчины. Может быть, даже и чувствует себя не очень хорошо. Говорит ли с кем-то этот... Так, вперед уже бегу, а надо еще спросить, что этот мужчина скрывает от вас. Что мужчина скрывает от вас? Вам нужно было бы об этом знать. Что за королева свечей? Это кто что думает о вас, девочки? Очень много о вас думает. Мыслей огромное количество, думает практически с утра до ночи, с ночи до утра.
не покидают мысли о вас, и он это скрывает, он не хочет, чтобы вы об этом знали. А что он хотел бы вам сказать, но по какой-то причине молчит. Что он следит за вами, наблюдает. А, Тут это вот, знаете, это аркан следопыта, так сказать, и человека, который еще находится в постоянном ожидании известия. То есть он наблюдает за вами, я даже не буду задавать вопрос, наблюдает ли, интересует ли его ваша жизнь. Конечно, безусловно, на 100% наблюдает, всячески старается это от вас скрыть, что-то хочет вам иногда сказать из того, что он узнает о вас, если у него есть такая возможность. Но молчит, рот на замке держит, а еще он старается все-таки делать это в тайне, чтобы вы об этом не знали, но он точно, абсолютно за вами наблюдает. А еще ждет, если вы с ним в расставании, допустим, значит, он постоянно заглядывает в телефон и ждет от вас смс-ки, что вы напишите ему или позвоните. Здесь вот так, девочки, выходит у нас. Так что не буду спрашивать, наблюдает ли за вами, однозначно наблюдает, а говорит ли с кем-то о вас сейчас этот мужчина? Может ли говорить с кем-то? Да, может говорить, но слова здесь исключительно хорошие. То есть он говорит о вас исключительно теплые, прекрасные слова, если разговаривает с кем-то. С кем может говорить? Давайте посмотрим. Ну, возможно, с мужчиной с каким-то. Мужчина такой гордый, независимый. И ему можно... И самое главное, это тот человек, с которым можно чем-то поделиться, таким личным. Человек, которому он доверяет. Для многих из ваших мужчин именно так. О вашей красоте может говорить, о вашей прекрасной, чистой, открытой душе. Это хорошие слова. О любви своей может говорить к вам. О чувствах, об эмоциях своих. Когда в эти дни, вчера, сегодня, завтра, он просыпался и засыпал, думал ли о вас? Первая мысль о вас была, когда засыпал вечером, в течение дня. Но что-то сейчас все как-то так сложно. В течение дня, скорее, мужчина занимался своими делами, но мысли о вас были всегда, постоянно. Но мысли сейчас почему-то тяжелые. Утром, когда он проснулся, первая мысль была о вас. Если вы поссорились, если вы разругались, то значит вот эта история, видите, картина какая. Женщина с мужчиной что-то друг другу доказывают, ссорятся. Ну, в общем, здесь такая ситуация сложная достаточно. Он, когда проснулся, мог об этом сразу вспомнить, если вы с ним разругались. Или же он, в принципе, когда проснулся, подумал о том, насколько у вас отношения непростые, как часто у вас возникают такие конфликтные ситуации, что вы друг другу что-то здесь пытаетесь доказать. О сложных моментах в ваших отношениях он думал утром. Может быть, вы с ним с утра и поругались. Или, ну дай бог, чтобы не поругались, но, возможно, нам показывает ближайшее будущее. Когда вечером засыпал, он плохо на душе было. Навалились на него страхи, сомнения, чувство вины перед вами могло быть. Если вы с ним в расставании, то он просто в открытую, так сказать, страдал, скучал плохо, потому что без вас. Ну, такие довольно сложные сейчас вышли арканы. Хорошо, теперь давайте переходить к вопросам для тех, кто сейчас в расставании. Если вы сейчас в расставании с этим мужчиной, он хотел бы вас вернуть, хотел бы с вами помириться. Конечно, вы его королева чаш. Безусловно, очень хотел бы. Очень. Ни одна другая женщина столько прекрасных эмоций, любви, да даже и заботы, возможно, потому что королева чаш, она еще и заботливая, эмоциональная, любящая. Никто ему не подарит такую палитру эмоций, таких прекрасных энергий, теплых, никто ему не подарит. Хочет, любимая женщина, хочет. А есть ли вероятность того, что он действовать может в ближайшем будущем? Ну, он очень боится действовать, он не знает, чем это закончится, во-первых. А во-вторых, если вы расстались некрасиво, если вы расстались по причине нехорошей, если это причинило вам настоящую душевную боль, то он может здесь опасаться делать первые шаги и сам еще может переживать вот ту ситуацию, когда вы с ним расстались тяжело как-то. А еще он не знает, какова будет ваша реакция. Вполне возможно, у вас будет какая-то неадекватная реакция на то, что он появится. Поэтому скорее он сейчас не хочет действовать. Скорее не хочет, чем хочет. Но время покажет, возможно, захочет. А ждет ли от вас первого шага этот мужчина? Ну, он не думает, что вы сделаете первый шаг. Пятерка мечей сложный очень аркан. Он думает, что вы тоже в таких энергиях находитесь, и вряд ли вы сделаете первый шаг.
Может быть, надежда где-то и теплится, но нельзя сказать, что он прям надеется на это, что вы сделаете первый шаг. А теперь давайте смотреть, что этот мужчина... Вернее, если этот мужчина уже появился вчера, сегодня, завтра. Для чего? Какие энергии? Искренние или чего он хочет? Энергия искренняя, но он сам не знает, как дальше все сложится. И я вам скажу так, очень многие из ваших мужчин могли появиться, а вы отреагировали как-то не так уж и радостно, и правильно сделали, девочки. То есть не кинулись сразу ему на шею. А если кинулись, то это была ваша ошибка. Смотрите на аркане, он протягивает девушке цветочек, а девушка не спешит его брать. Она смотрит в сторону, она смотрит куда-то вдаль, отвлечена на свои дела. А вот такая ситуация могла произойти у вас, когда этот мужчина появился. А еще здесь этот аркан говорит, что это правильная тактика поведения. То есть сразу же прыгать к нему на шею, говорить ему слова любви и причитать о том, как вы счастливы, что он вернулся, здесь не стоит. Здесь нужно показать ему вот такую позицию занять, как эта девушка на этом аркане. Но он явился, конечно, с искренними энергиями. Он вам цветок протягивает. Видите как? Искренняя энергия. Да. А как этот мужчина считает, вы к нему относитесь сейчас? Какие эмоции, чувства испытываете или вообще как относитесь? Он считает, что вы вообще заняты своими делами, работой, повседневными какими-то такими заботами, и у вас очень мало мыслей о нем на самом деле. Поэтому сейчас сложно сказать, что он думает по поводу того, как вы к нему относитесь. Он думает, что вы особо сейчас вообще отвлечены на другие вещи. На абсолютно другие вещи, еще что может быть. А вполне возможно, у вас еще и кто-то другой есть. Другой король, которому вы уделяете внимание, которым вы увлеклись. Вот, так что здесь больше речь идет о том, что у него сейчас мысль о том, что не он главная составляющая ваших мыслей на данный момент. Вовсе нет. Не он постоянный гость ваших мыслей. В ваших мыслях не его образ постоянно проигрывается. Вот так. Конечно, есть здесь у него подозрение, что у вас еще кто-то может быть уже есть или может появиться в ближайшее время, что у вас есть интерес еще к кому-то. Так что сегодня вот так вышло. Ну что, давайте теперь спрашивать, если вам предстоит дата, у вас предстоит дата, и у вас, и у него, с которой вам нужно было бы его поздравить. Но вы в расставании. Стоило бы это вам сейчас сделать? Нет, здесь точно нет идет. Вот пятерка кубков это точно нет. И в первую очередь, потому что вы можете быть разочарованы его реакцией, и реакцией результатом вашего действия. Здесь девушка в разочаровании сидит возле 5 кубков. Ну, можете, конечно, и поздравить, вам же никто ничего не может запретить и приказать, правильно? Расклад Таро – это трезвый взгляд со стороны на вашу ситуацию и просто констатация фактов. А как вы будете поступать, это ваше дело. Но мне показывает, что вы можете быть расстроены результатом. Поэтому лучше нет. Если вы сейчас надумаете уйти из этих отношений, как этот мужчина отнесется к этому? Его реакция, если вы сейчас решите из отношений уйти, расстроится, печалится. Конечно, неприятно будет. Неприятно, безусловно. Очень конкретным таким образом отыграется мудрость, что имеем, не храним, потеряем, плачем. Реакция будет у него печальная, если вы из отношений выйдете. Начнет страдать, мучиться, переживать. Не хочет вас терять здесь этот человек. Вполне возможно, что осознание этой потери придет именно тогда, когда вы этот шаг сделаете. Здесь очень-очень-очень у многих будет именно так. Какая тактика поведения сейчас самая верная в отношении этого мужчины? Шестерка пентаклей. Тут щедрая девочка у нас нарисована. Добрая, хорошая такая девчонка. Подарочек дарит. Видите, протягивает коробочку с подарком. Но знаете, что с этим мужчиной энергии ему давать и вообще как-то подпитывать его, наполнять эмоционально нужно весьма и весьма дозированно. То есть сразу все не отдавать. Коробочку маленькую соберите и дайте. А все прям коробки свои, какие у вас есть в вашем доме, в вашей душе имеется в виду, не нужно ему давать. Здесь очень так дозированно внимание этому мужчине надо уделять.
Понимаю, что когда любишь, хочется прям всю душу отдать, но здесь не так. Вот коробочку такую собрали, завязали красивенькую и ему подарили. И ждете, будет ли в ответ реакция. Если реакции нет, то уже следующую коробочку давать ему не нужно. Потому что вот такой это аркан. Это аркан взаимо таких, хотела сказать, взаимовыгодного сотрудничества. На самом деле так и есть. Это аркан людей, которые вкладываются в отношения одинаково. То есть с вашей стороны вклад, должен быть обязательно вклад с его стороны. Если это будет игра в одни ворота с вашей стороны, то ни к чему хорошему это не приведет. Здесь об этом идет речь. Так, ну что, мои драгоценные, еще давайте задам вопрос. Если у вас впереди предстоит некая дата, с которой вы ждете от него поздравления, хотел бы он намерен вас поздравить? Мы со стопроцентной гарантией, конечно, сказать не можем. Вы знаете, хотел бы, очень гордый, очень такой, сам себе на уме мужчина, очень упертый. Сложно первые шаги делать, тем более, если вы в расставании. Но он намерен вас поздравить. А есть ли вероятность того, что поздравит? Но эта информация закрыта. Сегодня нам не скажут, девочки. Вам знаете, что здесь говорят? Если у вас произошло резкое расставание, вот прям резкое расставание, и оно было болезненное, оно было тяжелое, но вы понимаете, что все, уже пора ставить точку, то и не надо ожидать от него никаких поздравлений. То есть здесь будет так, что информация, она скрыта, и скрыта потому, что, вероятнее всего, для всех и для вас будет очень по-разному. Но главное здесь вот идет так, что если произошло очень болезненное расставание, и вы при этом понимаете, что возвращаться обратно не нужно, то и не стоит ждать от него этого поздравления. Вот так. Ну и теперь переходим к вопросам о том, что у него с соперницей. Только для тех, у кого есть соперница. Если соперницы нет, выключайте, пожалуйста, этот расклад уже. Все, это заключительный вопрос расклада. Что у него с соперницей, если таковая присутствует в его жизни? У женщины есть кто-то еще? Или же в ближайшее время появится, но мне показывают, что вполне возможно уже. Или на примете, или прям отношения уже с кем-то у этой женщины есть. Это другой мужчина. Следующий другой мужчина. Не ваш. И вот как раз отношения с этим человеком могут привести к тому, что эти люди могут расстаться. Вплоть до развода, если они официально женаты. Или же здесь может быть разрыв, если они неофициально женаты. То есть вот этот мужчина, который появился или появится в ближайшее время в жизни этой женщины, он может реально вбить клин в отношения между ними. Здесь явно идет история о другом мужчине. Явно. Вот, ну посмотрим, время, конечно, покажет. Я знаю, что многие напишут в комментариях, кому она нужна, или там ей 80 лет, или еще что-нибудь. Ну, что я могу поделать, какую информацию дали, такую и получайте. Благодарю вас, мои дорогие, за то, что досмотрели расклад до конца. Буду очень благодарна вам, как всегда, за лайк, за теплый комментарий под моим видео, за подписку. Если хотите получать уведомления о моих новых видео на YouTube, нажимайте на колокольчик рядом с кнопочкой подписки. Еще раз всех благодарю, желаю всем счастья, любви, добра, гармонии, света, вдохновения и, конечно же, защиты и покровительства высших сил. Пока-пока, мои драгоценные, до следующего расклада.